Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Герои возвращаются. Ubisoft анонсировала Heroes of Might and Magic Olden Era, новую часть той самой культовой серии пошаговых стратегий. Разработку поручили студии Unfrozen, ответственной за пошаговую тактичку Iratus Lord of the Dead. Olden Era вернет нас к истокам серии. Авторы опираются на фундамент старых частей, в том числе 3 и 5. Однако будут и некоторые нововведения. Мы сможем лучше контролировать развитие героев и фракций при помощи уникальных навыков фракции. Артефакты будут давать больше бонусов, если экипировать несколько предметов из одного набора. Существа наделили второстепенными умениями, которые можно будет использовать, когда у них заполнится шкала энергии. Битвы развернутся на привычном поле из шестиугольников, однако сам процесс схватки обновили в угоду современным технологиям и тенденциям. Как в 3 и 5 частях серии, герои смогут лишь кастовать спеллы и проводить спецатаки, но кроме того у них будут и пассивные бафы для некоторых типов существ. В Olden Era вернутся гильдии магов, но выдавать заклинания они станут уже не на рандоме, как в 3 части. Что по сюжету? Действие развернется на планете Энрод, конкретно континенте Джадам, куда нас ранее не запускали, но сам он в играх упоминался. Сюжетная кампания будет нелинейной, каждое решение имеет свои последствия. История в Olden Era расскажет о хрупком союзе фракций, которые вынуждены противостоять Рою. Эти насекомообразные существа попали во власть демона из Инферно, который жаждет завоевать весь мир. Подробнее читайте в новости по ссылке. Heroes of Might and Magic Olden Era стартует в раннем доступе Steam во втором квартале 2025. Xbox притащила на Gamescom новую Life is Strange с подзаголовком Double Exposure, в которую мы снова будем играть за Максин Колфилд. Вот только теперь она будет не отматывать время, а расщеплять реальность и перемещаться между параллельными измерениями. Все для того, чтобы спасти подругу и вычислить убийцу. Девушка нащупывает некие вибрации, с помощью которых может увидеть события из альтернативной реальности. Люди и объекты оттуда отображаются как полупрозрачное пространственное эхо. Пока вибрации активны, Макс будет видеть места, где ткань пространства тоньше всего. Именно здесь она и сможет прыгать по измерениям сколько угодно. Эта способность поможет переубедить человека, решить головоломку или вернуть предмет, затерявшийся во времени. Life is Strange Double Exposure выйдет 29 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Позже появится и Switch-версия. Не пропустил мероприятие и свежий проект от Obsidian. На Gamescom журналистам дали поиграть в Evout, и те сразу же выкатили превью на основе облапанной демки в сеть. Главный герой выступает в роли посла, отправленного в соседнее королевство изучить эпидемию магической чумы. Компанию игроку составит некий Кай, местный Гарус из Mass Effect. У него и голос того же актера, и манеры турианца. В Evout очень много лора. Журналисты похвалили визуальный стиль и дизайн локаций. Говорят, к боевке легко привыкнуть, но при этом сами схватки довольно сложные. Нужно вовремя пить банки с хпшками и восстанавливать эссенцию, ресурс для проведения мощнейших ударов. Во время боя через круговое меню можно приказывать спутникам использовать их умения. Исследовать окружение легко, а движения ощущаются быстрыми, пишет пресса. Персонаж может подкрасться к ничего не подозревающему врагу и провести внезапную атаку. Этот прием доступен в том числе и магам. В целом игра ощущается настоящей ролевой игрой от Obsidian и отчетливо напоминает предыдущие работы студии. Релиз Evout намечен на 18 февраля для ПК, Xbox Series и Game Pass. Если вы думали, что с провалом The Callisto Protocol и уходом Глена Скофилда история черной жести окончилась, то вы жестоко ошиблись. Striking Distance Studios представила новую игру во франшизе. Она называется Redacted. Именно вот в таких дурацких скобках.
Это скоростной рогалик с примесью данжен-кроулеров и специфической картинкой. Заключенные мутируют, система безопасности действует без всякого разбора, а выжившие пытаются выбраться всеми возможными путями. А ты простой работник Security, который должен пробраться через этот ад к последней спасательной капсуле. Погибая, персонаж превращается в мутанта, которого необходимо будет завалить в следующем забеге, играя уже за нового охранника. Обещают неограниченную реиграбельность, мощные апгрейды, меты стратегических сборок и испытания для спидранеров. Redacted запланировано на 31 октября. Платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Русский язык не поддерживается. Lost in Random получит продолжение. Сиквел с подзаголовком The Eternal Die вернет нас в миры случая, дабы мы помогли королеве Александре отомстить древнему злу и вернуть все отнятое. Но сначала придется выбраться из магической темницы. Александра будет бросать кубик на удачу в постоянно меняющемся мире, и чтобы продержаться как можно дольше, придется быстро адаптироваться и мыслить стратегически. В The Eternal Die разработчики внедрили новую систему артефактов, благодаря которой можно будет подстраивать билд под свой стиль прохождения. Артефакты позволят создавать сотни комбинаций с бустами характеристик, бонусами за одинаковые цвета и всевозможными модификаторами. Lost in Random The Eternal Die выйдет на ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, а также в Game Pass в 2025 году, без перевода на русский язык. Авторы стильного двухмерного экшена The Spirit of the Samurai про котика и самурая выкатили новый трейлер и назвали примерное окно выхода. Это ближайшая осень. Проект интересен тем, что все анимации в нем сделаны в стиле стоп-моушен, как в кукольных мультфильмах, но при этом они смотрятся очень эффектно. Правда, в отличие от недавней Харальд Халибут, здешние куклы чисто цифровые, реальные заготовки создатели не собирали. Среди особенностей выделяют 3 играбельных персонажа, арсенал, состоящий из катаны, копья и лука, систему прокачки, позволяющую собирать собственные комбо, динамический искусственный интеллект и элементы метроидвании. The Spirit of the Samurai выйдет исключительно на ПК без перевода на русский. И пробежимся по оставшимся новостям. Создатели Star Wars Outlaws выкатили релизный трейлер и сообщили, что ультимативное издание стартует 27 августа в час ночи по Москве на ПК и в полночь на консолях. Обладатели же стандартного издания смогут отправиться в далекую-далекую в то же время, но 30 числа. В сети появился первый часовой ролик с геймплеем ремейка первой Готики. Можно заценить и обновленные локации, и персонажей, и сражения. Короче, ссылка в описании. Phantom Blade Zero обзавелась свежим геймплейным трейлером с демонстрацией сражений с рядовыми противниками и босс-файтами. И еще один видосик показала GSC Game World по долгожданный Stalker 2. В нем засветился протагонист Чистого неба Шрам. Сердце Чернобыля, может, выйдет, а может и нет, 20 ноября. И последнее. Хоррор Посттраума получил дату выхода. 29 октября игра станет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Косарямбу на этой неделе забирает снова That's Good. В новом блоге он решил разобраться, что есть такое роуглайт, чем он отличается от роуглайк и почему лайтовую версию нельзя выделять как отдельный жанр. Напомню, что в наш еженедельный конкурс косарей попадают только блоги, написанные исключительно для сайта stopgame.ru, которые больше нигде не публиковались. И за сим у меня все. Больше новостей читайте в соответствующем разделе на нашем сайте. Хорошего настроения и отличных вам выходных!